Всем привет, с вами Hellride, и сегодня мы расскажем о поставке в ВТП. Мы не хотели не рассказывать, но вы очень просили, поэтому вот. А не хотели, потому что не факт, что ВТП будет к нам приезжать в ближайшее время, с ним все сложно, и это была, едва ли не единичная поставка, и поскольку мы не знаем будущего ВТП, мы не уверены, что стоит вкладывать время в создание видеороликов. Но вы просили, получаете. ВТП — это часть концерна WeMakeThings, который делает и Икля, и Fuse. Заодно делают и ВТП. ВТП — это комплит, и Икля — это запчасти, поэтому иногда комплиты ВТП поставляют запчастями Икля. Salt и Salt Plus, или Salt и Salt Plus, смотря как читаете по-английски или по-немецки, это тоже часть концерна ВМТ и тоже одна большая компания, поэтому в комплитах With the People встречаются и запчасти Salt, и запчасти Salt, и запчасти Иклад, и запчасти Икля. А теперь про поставку. Звезды Patrol и Logic. Logic просто звезда, на ней катается чуть ли не вся команда ВТП, норм такая звезда, а Logic более хитрая звезда, потому что эта звезда навеянная классическим BMX рейсингом. Она выглядит как звезды того времени и доступна в нескольких размерах. На момент выкладывания этого видоса мы не знаем, какие звезды у нас останутся, но просто знайте, что Patrol — это звезда, которая вдохновлена BMX культурой, она вся такая с фрезеровкой, все такое вот красивое, нарядное. В общем, если хотите модную звезду, берите Patrol. Если хотите просто звезду, берите Logic. Они норм. Звезды подходят под 24-мм валы, в комплекте перехники на 22 и 19 мм. И крепление для штанов у них одно. То есть с одной стороны только болт можно крутить. Штаны ВТП Logic. Нормальные рабочие штаны. Трехэлементные, классические, с коробочным профилем. То есть они такие более прямоугольные в сечении для того, чтобы выдержать большую жесть. Обварены везде, где только можно обварить. Самое интересное, что про них можно рассказать, что они поставляются в комплекте с кареткой. Вынос ВТП Logic. 50 мм рич, 27 мм подъем. Обычный топ-лот вынос, но у него есть хитрая запатентованная технология Shark Tooth, то есть акули зубы. С внутренней стороны верхней крышки нанесены такие ребристые штуковины, которые при затяжении руля впиваются в руль и держат его максимально надежно, то есть он не будет ездить туда-сюда. ВТП это запатентовало, это вот их этот фирменный Shark Tooth. Короче, хотите, чтобы вынос держал руль просто как боженька, то хватайте ВТП Logic. Монструозные педали Logic. Здоровенная платформа, при этом они не самые жирные на свете, с супер суровыми шипами, здоровенные квадратные шипища, которые будут жить даже когда педали будут стираться. То есть если вы грядите на педалях, то можете посмотреть в сторону Logic, потому что даже когда шипы будут стираться, они все равно будут держать, потому что они огроменные шипища. И за счет квадратного профиля, как утверждает ВТП, они будут жить еще дольше, то есть они будут дольше стесываться, чем обычные шипы, и меньше отваливаться, чем обычные шипы. В общем, невероятный маркетинг от ВТП. Также ВТП рассказывают, что у этих педалей увеличенная ось, за счет чего они будут жить еще дольше, и вся команда ВТП катается на педалях ВТП, что логично. Короче, Logic — очередные суровые стритовые педали, хотите, смотрите именно на них. У них, кстати, есть конкейв, если вам это важно. Рули Pathfinder, про модель Феликса Прангенберга. Доступны в двух версиях, двухэлементный и четырехэлементный. Бэксвипы рулей одинаковые 11,5 градусов, апсвипы тоже одинаковые 3 градуса. Отличие в весе, четырехэлементный, очевидно, тяжелее, а двухэлементный появился после четырехэлементного, для того, чтобы Феликс мог менять рули. Если он хочет что-нибудь полайтовее, он ставит себе двухэлементный, он поуже, потому что Феликс отпиливает четырехэлементный руль. Четырехэлементные доступны в ширине 29 дюймов и 30 дюймов, если это десятка, руль с подъемом 10. А двухэлементный руль доступен с шириной 28 дюймов. Оба руля сделаны из японских хромолибденовых труб, прошли невероятную термообработку, прочные просто как что-нибудь невероятно прочное. И у них кроссбары, вот эти вот части, овальной формы, для того, чтобы была большая жесткость и рули жили дольше. Короче, если вы хотите себе крутейший, моднейший руль, то посмотрите и на ВТП Pathfinder. Их расхватывают просто как горячие пироги. А еще графика на этих рулях очень похожа на графику на Heaven's Gate и на новой наклейке Hellride с готикой. Все грипсы ВТП сделаны из специального компаунда VEX. Это компаунд, разработанный внутри ВТП для того, чтобы грипсы жили дольше. По заверениям самих ВТП, грипсы из их компаунда VEX живут в 10 раз дольше, чем грипсы из обычного кротона, обычной резины, из которой обычно делают грипсы. У ВТП есть невероятная таблица сравнения их грипс из их фирменного компаунда и обычных грипс из кротона. Так вот, грипсы из кротона стираются на 0,65 грамм, а грипсы из VEX кротона стираются на 0,02 грамма, если не ошибаюсь. Короче, суть тестирования сводится к тому, что грипсы берут и вот так вот тыркают туда-сюда машины и смотрят, как они себя чувствуют. В общем, по заверениям ВТП, VEX грипсы чувствуют себя гораздо лучше. При этом они довольно мягкие, и тут главная фишка ВТП, они супер тщательно подходят к описанию запчастей. Вы не представляете, насколько это радостно, потому что мы видели описание у многих брендов, и мягко говоря, не все так делают. ВТП пишут жесткость грипса, измеренную дюрометром. То есть они не просто пишут, наши грипсы самые мягкие, наши грипсы потверже. Они замеряют каждую грипсу дюрометром. Дюрометр — это такая штука, которая проверяет жесткость материала. Она, грубо говоря, тыкает в материал иглой
И в зависимости от того, насколько материал подвижный, игла заходит глубоко или не глубоко. Чем выше число, тем жестче продукт. Так вот, замерив дюрометром грипсы Remote и Manta, ВТП говорят, что их жесткость 25 единиц, а жесткость грипс Hilt XL 20 единиц. То есть эти грипсы мягче, чем вот эти вот. Кроме того, ВТП пишет диаметр грипс, что вообще нонсенс для грипсовой индустрии. Диаметр грипс Hilt XL 29,5 мм, диаметр грипс Remote 29 мм, а диаметр грипс Manta 27,5 мм. То есть это самые тонкие грипсы, при этом довольно мягкие. В общем, спасибо ВТП, вы можете выбрать грипсы, точно зная, какие из них тверже, а какие мягче, какие толще, а какие тоньше. И еще одна микрофишка грипс Hint XL. В комплекте идут дополнительные резиночки, чтобы менять резиночки, стоящие на самих грипсах. Рамы. Должен вперед завалиться. Рамы. Начнем с Battleship, то есть линкор. Эти рамы стоят на комплитах VTP Battleship, которые мы не продаем, вряд ли в ближайшее время начнем продавать, но тем не менее, рама чертовски крута. Перед 12,7 дюймов Full Slam, 13 дюймов не Full Slam, 75,5 градусов, 71 градус, высота клетки 11,7 дюймов, но главное, что эта рама гидроформинг. У нее очень хитрая форма труб. Они усилены не косынками, а с помощью гидроформирования сделана такая вот странная форма рамы, на первый взгляд, которая выглядит, во-первых, очень круто, а во-вторых, очень надежно. Кроме того, у рамы увеличенный стакан 127 мм для того, чтобы вам не пришлось отпиливать шток. Ну, пришлось отпиливать шток, но не так сильно. Дропаут у рамы 6 мм, они не инвестгаз, но выглядят довольно-таки сурово. Покрышка вылезает до 2,5 дюймов, и у рамы интегрирован посидельный зажим. Что интересно, у рамы съемный брейк-маунт, но брейк-маунт в комплект не входит, то есть рама поставляется без них под брейклес вариант. А креплений для гироротора у нее нет. Если вдруг хотели поставить их с гироротором, имейте это в виду. Самое интересное — это вес этой рамы. Тут интересная штука, потому что ВТП пишет на сайте один вес, но по факту рама весит немножечко по-другому. Так, например, по официальному сайту эта рама в ростовке 25 весит 325 килограмм. У меня рама в ростовке 2075, ее вес 2,6. Ну, это прям-таки дофига для такой рамы. Например, можете посмотреть видос про Federal, где мы взвешиваем раму Бойда Хилдера и удивиться, сколько весит рама, которая еще больше ростовки. Следующая на очереди рама Pathfinder, то есть следопыт, про модель Феликса Прангенберга. Если вдруг не знали, то Феликс Прангенберг — это тот чувак, который выиграл последний Simple Session и катается просто бомбически круто. Перед 12,75, угол рулевой 76 градусов, ну то есть она более тупая. За счет этого, ну то есть понимаете, она ближе к 90 градусам, получается, что колесная база несколько уменьшается. У вас колесо не вперед стоит, а чуть-чуть ближе к центру велосипеда. Интегрированный посидельный зажим, мощнейшие косынки сверху и снизу и толстые 6-мм дропауты. Главная фишка рамы — толстенная каретка снизу и утолщенные нижние перья. Здоровенные наварки, так что если вы гриндите и не жалеете раму, то Pathfinder, то, что доктор прописал, она будет жить дольше. Примерно третий раз за то время, что я рассказываю про эту раму, Артем просит, чтобы я сказал про стендовер. Он у рамы 9,35 дюймов, что просто дофигища. Но это обычно в дёрт берут такие высокие рамы, а Феликс, если вы не знали, катается в стриту, чувствует себя отлично. Короче, если вы искали раму с высоким стендовером, знаете, что делать. Рулевая труба также как Battleship 127 мм и покрышки также вязает до 2,5. Официальный сайт говорит, что рама в ростовке 21 дюйм весит 2 кг 360 граммов. У меня в руках рама в ростовке 2075, и она весит примерно 2,4. Ну то есть рама меньше ростовки весит чуть больше, чем указано на официальном сайте. Имейте это в виду, рамы ВТП нифига не легкие. Ну и раз мы заговорили о том, что рамы ВТП нифига не легкие, перейдем к Doomsayer. Это такой Battleship, но на стероидах. Джордан Годвин, это его про-модель, сказал, что Battleship, конечно, клевый, но мне нужно кое-что изменить. И изменил. Перья 12,9, то есть он сделал их чуть подлиннее, потому что он считает, что такая конфигурация делает велосипед более стабильным. Также он попросил завалить угол рулевой 76,25, то есть 76,25 градуса. Еще ближе к тупому углу, это уменьшает базу велосипеда, и на велике становится легче делать всякие нозменл штуки и вертеться. Кроме того, он хотел, чтобы рама была повыше, 11,9 дюймов высота каретки. За счет этого велик ощущается приятнее, по мнению Джордана Годвина. Ну, опять-таки, тут на вкус и цвет.
Еще у этой рамы InvestCast Dropout. У всех остальных дропауты приварены, а у Doomsayer они InvestCast, что помимо того, что это потрясающе красиво выглядит, еще и теоретически добавляет надежности, поскольку сварной шов перенесен сюда внутрь и заполирован. Тут его, кстати, вообще не видно. Кроме того, для увеличения прочности Джордан попросил, чтобы мы сделали гидроформинг еще и вот в этом вот месте, не только на месте крепления рулевой трубы, но еще и на месте подсветительной трубы, чтобы не уводил раму, когда он делает свои дикие вращения. Короче, если вы хотите себе невероятно ультимативную, супер жесткую, хардкорную технологичную раму, то Doomsayer, пожалуй, самый технологичный из того, что у нас есть. И эта рама чертовски тяжелая. Здесь, кстати, зажим не интегрированный, но он идет в комплекте, он будет лежать внутри коробки. Пока я настраиваю весы, скажу о том, что это полностью брейклесс рама, тормоза мне не поставить при всем желании. В ростовке 2075 рама весит 2,6 кг, что, опять-таки, дофига, но это плата за чрезвычайную надежность рамы. А еще у нас был обзор Икли, в котором я рассказал про вилку Джордана Годвина и говорил, что она отлично подходит по цвету к раме Doomsayer, и смотрите, она действительно отлично подходит по цвету к раме Doomsayer. А еще у нас один сотрудник собрал себе велик на раме Doomsayer и вилке CloudStorm в этом цвете. Если вы хотите, то мы попробуем снять бэкчек с ним. Чтобы немного подсластить пилюлю большого веса рам ВТП, расскажу о гарантии. На все рамы ВТП предоставляется пожизненная гарантия. Но тут есть один важный момент. ВТП на своем сайте пишет вот примерно вот столько вот о пожизненной гарантии, рассказывает, что она не покрывает. Она не покрывает нецелевое использование, она не покрывает естественный износ рамы, она не покрывает ржавчину на раме. Ну, то есть, если вы кинули раму на балкон, она заржавела, ну, камон. Гарантия не поможет. Но она покрывает случаи производственного брака и дефекта. Также они говорят, что в течение года будут менять рамы, если что-то не так пошло с краской. Короче говоря, ВТП уверены в качестве своих продуктов, и они точно знают, что все проварено на совесть, перья уведены. В общем, все с рамами окей, поэтому они представляют пожизненную гарантию. Еще раз повторюсь, это не панацея, но это неплохой такой задел для того, чтобы рама жила дольше. Ну, типа, если ты найдешь какие-то дефекты лакокрасочного покрытия в течение года, то они тебе поменяют раму. Как поняли, это было видео по заявкам, вы просили снять про ВТП, мы сняли про ВТП, поэтому пишите, о чем нас снять еще. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайки. Всем когда не падать, пока.